Всем привет! С вами Вид, и вы на канале Art of Conquest. Сегодня видео для новичков. Надеюсь, опытные игроки также почерпнут немного полезной информации из этого видео. Если считаете, что вы умудренный опытом ветеран, можете дальше не смотреть. Вообще, игроки, впервые попавшие в игру, сталкиваются со многими трудностями. В принципе, больше года назад, когда я сам только-только попал в игру, честно говоря, случайно, зацепился за их ролик, очень уж он мне понравился тогда. Прикольный скелетик там, наверняка многие помнят. Тогда еще в игре не было ни описания, ни инструкции, ни даже сколько-то понятного гайда в начале, что вообще нужно там делать. Начальное, кстати, прохождение появилось чуть позже. Сначала не было даже его. То, что я сумел нарыть в инете, писалось, явно опытными блогерами в кавычках. Растиражированный на сайтах на 50 обзор под копирку, вообще не отражающий действительность. К примеру, там говорилось, что для быстрого прохождения нужно оставить героев в разных точках карты. Представляете уровень писавшего. И в том же духе. Интересно как? Сейчас понятно, что это был полный бред, и автор даже не удосужился поиграть и разобраться, что и как в игре. Зашел, посмотрел, и тут же написал под копирку. А блогеры также тупо растиражировали всю ту писанину. В общем-то, именно тогда и появилась идея создания сайта. Играл сам и постепенно полученную информацию выкладывал на страницах сайта. Затем создал группу в ВК, чтобы общаться с единомышленниками и оперативно выкладывать новости. И совсем недавно появился и YouTube канал. Именно к тому времени и относится создание одного из самых первых моих роликов «Как стать губернатором». И что самое интересное, с того времени эта информация, в общем-то, до сих пор актуальна. В том древнем ролике рассматривался в основном способ с нуля: создание своей гильдии, захват города и назначение себя любимого губернатором. К сожалению, в сегодняшних реалиях сделать это практически невозможно. Даже на новых серверах буквально через пару часов после открытия карта уже вся занята, и найти пустой город, а тем более удержать его, в общем-то, unreal. В общем, для новичка это практически 100% нереально. А на устоявшихся и тем более старых серверах города давным-давно все поделены, заселены, и если сервер не фермерский, а боевой, за них идет постоянная драчка. Губернаторское место, в общем-то, весьма желанно. Дело в том, что помимо понтов и красивой надписи над башкой игрока, губернаторство дает, во-первых, самое главное, значительный прирост в войске. 100% в бронзе, это, пожалуй, самое главное, зачем вообще имеет смысл становиться сим-сановником. И возможность строить спецюниты, гигантские боевые единицы. Это ангелы и архангелы у людей, бастионы у гномов, летающие лодки с огромной боевой мощью ураканов. У личий тоже есть свой спецюнит, это гигантский сфинкс. Кстати, мощь юнитов немножко преувеличена, да, они большие и красивые, но, честно говоря, в бою толку от них не особо много. Занимают места много в войске, энергия у них восстанавливается очень медленно, поэтому за день вы используете, как правило, только раз. Повторюсь, основной смысл губернаторства — это прибавка в войске. И при нахождении в крепости по центру города дает значительное увеличение производства ресурсов. Последний пункт, конечно, в сегодняшнем изобилии ресурсов не так актуален, но совсем сбрасывать его со счетов тоже не стоит. Итак, как же получить губернатора в сегодняшних реалиях? Если вы состоите в большой гильдии и в гильдии адекватные, грамотные руководители, вы всегда можете попросить назначить вас губернатором. Дело в том, что это выгодно не только вам, в конечном счете это выгодно гильдии, чтобы вы развивались. Чем быстрее вы развиваетесь, соответственно, тем больше у вас войска, мощь, тем интереснее вам играть и тем больше пользы вы принесете в результате самой гильдии. Повторюсь, если руководители в гильдии грамотные люди, они всегда выделяют один из городов, как правило, небольшой город поближе к столице, что-то типа вот этого, который точно не подвержен сильным атакам, а с пустым губернаторским местом. Место постоянно кочует. И выделяет на время всем желающим это самое место, чтобы человек получил губернаторскую должность, быстренько наклепал себе нужных войск и также быстренько освободил место для другого желающего. Как правило, там очередь стоит. Как-то так. Это в теории. Теперь давайте это рассмотрим на практике. Сначала, во-первых, нам нужно заселиться в нужный нам город. Просто пробегаем по городам, смотрим, где есть пустое место, или спрашиваем в чате. Повторюсь, если гильдия адекватная, всегда вам помогут и всегда ответят. Как видите, место пустое, кто-то уже освободил. Сейчас у нас тут драчка с китайцами идет конкретная, поэтому города горят. Кстати, обратите внимание, ошибка начинающих игроков. Это просто, как говорится, красная тряпка для быка. Без защиты, с огромным количеством ресурсов, наверняка на него нападут. Что, в общем-то, и происходит. Обратите внимание, кто горит.
города до 40-го левела, без защиты. Ну, игрок грамотно поступил, хотя 33-го левела защита все равно вряд ли поможет, но, тем не менее, если нападающему не видно, кто защищает игрока, человек 10 раз подумает, прежде чем нападать. Если стоит плюсик, как правило, не нападает, поэтому всегда повторяю, ставьте защиту. Вот пример. Человек с низким уровнем, без защиты и с огромным количеством ресурсов. Он просто, гарантированно будет атакован. Но я отвлекся. Перемещаемся в нужный нам город, заселяемся и просим в клановом чате выделить нам губернаторское место. Важное замечание: не повторяйте моих ошибок. Я настолько увлекся идеей этого видео, что ломанулся в другой город и сбросил защиту со своих сокланов. Оставил людей без прикрытия, что, конечно же, делать нельзя. Всегда уточняйте в своем городе, где держите защиту, что собираетесь переехать, чтобы люди заранее перераспределили защиту на других членов. Повторюсь, если стоит защита, нападающий 10 раз подумает, нападать или нет, потому что даже если слабый игрок, у него может быть защита топовская, нападающему влетит в копеечку эта атака. В зависимости от состава гильдии пишите в клановый чат на языке гильдии. Назначьте меня губернатором. Как правило, эта фраза звучит примерно так. Гов – губернатор. Тут есть некоторая тонкость. Дело в том, что названия городов в русской и английской версии игры отличаются от слова совсем. Названия на английской карте не совпадают с названиями на русской карте вообще. Есть вариант просто переключиться в игре. То есть заходим в General и меняем язык. Кстати, язык меняется без предупреждения. Выбираем английский, допустим, и он сменится на английский. Соответственно, названия на карте станут на английском. Есть проще вариант. Итак, заходим ко мне на сайт. Он у меня в топе. Набираем artofconquest.ru. Заходим в меню, выбираем карты. Кстати, загляните на карту, она достаточно информативна. Здесь много интересного. Я постарался внести всех боссов, все бочки, сокровища и так далее. Все, что есть интересного на карте, оно присутствует. Надеюсь, вам принесет много пользы. Можете посмотреть более подробный вид, не торопясь. И чуть ниже дана таблица. Таблица соответствия русских городов с английскими. Здесь присутствуют все города, которые есть в данный момент на карте. Пожалуй, кроме Империума, потому что он особенный город. Можете поискать города в алфавитном порядке, либо набираем просто кочевые земли. Как видим, по-английски переводится как хат. Запоминаем и возвращаемся в игру. Какой смысл проделанных телодвижений? Дело в том, что если мы напишем в клановый чат фразу типа «сделайте меня губернатором кочевых земель», нас просто никто не поймет. Даже если переводчик переведет фразу «сделайте меня губернатором», на английской версии игры города с названием «кочевые земли» просто не существует. И, скорее всего, вряд ли кто-то будет разбираться, чего же мы на самом деле хотим, нас просто проигнорируют и все. Поэтому точно пишите запрос. Если мы находимся в интернациональной гильдии, пишем запрос на английском. Как правило, достаточно написать Go ahead, please, ну или более вежливый вариант, который я представил выше. Написали и ждем. И через какое-то время ответственное лицо в клане заметит ваш запрос, и в зависимости от вашей репутации вы получите губернатора, либо не получите. Повторюсь, предпосылок к какому-то заядлому гноблению новичков в клане не существует. Клану выгодно, чтобы игроки развивались и росли, поэтому губернатор, как правило, дают. На решении всегда стоит подпись того, кто выделил вам должность. Бывает так, что после того, как прежний губернатор свалил, на месте крепости остаются руины. Нужно подождать определенное время, прежде чем заселиться. Да, в принципе, это и не нужно. Все губернаторские плюшки уже работают. Смотрите, во-первых, через какое-то время губернатор имеет право размещать защитные башни в городе. Во-вторых, уже увеличился объем доступного войска. Вы можете запустить строительство спецюнита, а можете не тратить на него очки в войске, а быстренько начинать производство юнитов. Запускаем производство юнитов, или можно попытаться построить спецюнит. Строится он очень долго, и построить можно всего один юнит. Как видим, если мы запускаем спецюнит, он занимает огромное количество места в войске. Но я запустил его просто ради примера. Вам же рекомендую воспользоваться возможностью и максимально заполнить очередь стройки юнитами. Очередь сохранится, даже если должность губернатора у вас спадет. И смотрим. У нас теперь крутая надпись. Над башкой не нимб, но красивая желтая надпись. Можем гордиться собой. И поздравляю, мы теперь губернатор.
наша должность теперь повышена до герцога. Герцог дается за маленький и небольшой город. За крупный город дается звание принца. Итак, цель достигнута, губернатора мы получили, все причитающиеся плюшки также теперь наши. А на сегодня все, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте большой палец вверх. Как всегда, мне будет очень приятно. Всего доброго, до свидания.